Всем доброе утро. У нас так пахнет порошком. Стирали вчера покрывало и еще одно одеяло. Миша у нас вчера разлил полфлакона йода. Так на него вчера ругались, что даже камеру не включали. Да, Алексей? Время у нас 12 часов 10 минут. Я уже смонтировала кучу видео. Закидываю на канал. Вот, пора вставать. Скоро у меня вокал. Что-то я уже не знаю, хочу я этим вокалом заниматься или нет. Ты не знаешь, Леш? У меня нет времени, она там говорит, там какие-то задания делать. У меня нет времени на это. Вот. Ой, постельное белье все высохло, надо заменить. Да, Алексей? О, это хорошо, тогда заменишь. Я должна. Мне надо торопиться, позавтракать и на вокал бежать. Благо далеко ехать не надо. Вот это наш комплект новенький, который Алексей купил. Высохло все. Надо. А все остальное надо сложить и в шкаф убрать. Да? Снимай, короче, старое. Давай одевать новое будем. Вот. Ты посмотри, где-то у тебя он валяется, видимо. Ты последний раз что-то тут начал делать, 3 стежка сделал и все, и бросил. Где-то у тебя он в твоих этих... Может, за ноутбуком валяется, посмотри, я не знаю. Алексей пригласил на завтрак. Сливочное масло. Хумус. Пейнер крем. Нарезал тонкими ломтиками хлеб. Гранат. И сало, конечно, сало. Мы как приехали из Украины, России, каждый день на завтрак у нас сало. Вот такой вот бутербродик. Все, кто с нами ест, приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, приятного аппетита. Кстати, нам наши украинские друзья написали. Да, я прочитал. Прочитал, да? Владимир написал. Да, укутывают чем-то. Да, да, она пропаривается, да, получается она. Но при этом, видишь, цвет мяса совершенно не меняется. Ну да. Прикольно. Молодцы, умеют же. Ну да. Мягкое мясо. Как будто варили, но не варили. Да? Очень вкусно. Нам приятного аппетита. Завтракаем с видом на море. Вот это море. Как я вам уже сказала, что друзья наши уехали в Адану. Обычно они нам звонили в дверь. Кроме них никто к нам не приходит. А теперь доставки от нашего друга Ирая приходят к нам, звонят. Сегодня пришла с утра вот такая доставка. Не знаю, что он себе заказывал. Вот в этом пакете еще что-то пришло. И перед тем, как мне заниматься вокалом, еще пришла коробка. Одеяло у нас не высохло, мы его расстелили. Уберите вон то одеяло. Оно должно, на нем не должно ничего лежать. Вот. Это я сейчас... Одели новое постельное белье. Такое вот красивенькое. Одели на покрывало. Надели. А это сейчас я в шкаф уберу. И хотела вам показать, какое у нас шикарнейшее море. Сегодня какое число, ребятушки? На дворе 17 декабря. Я могу вот так вот в одном халате выйти на балкон. Что-то там жена КПГ. Вот ребенок в одной кофточке. Посмотрите, какое море шикарное. Вот это тоже море. Вот это тоже море. Вот это море. И вот это все море. Супер. Я на море последний раз 6 ноября, что ли, была. А сегодня уже 17 декабря. Больше месяца не была на море. Надо исправлять ситуацию. Времени нет. Видите, как сумасшедшие прилетели из России. Быстрее рецепты снимать, монтировать. Вот особо нет времени. Ладно. Несмотря на то, что на улице вот так вот тепло. Ну как тепло? Все равно прохладно, все равно зима. Вот. Но мы закрываем двери.
Балконные окна закрываем. Так, защелкнулось у меня тут или нет? Все, защелкнулось, отлично. И вот эту межкомнатную дверь тоже закрываем. Здесь двойные стеклопакеты. И дома, в принципе, тепло. Вот. Пока не отапливаемся. Сколько у нас градусов, народ спрашивал? Сейчас скажу. Вот, смотрите. Упс. 20. Сейчас остановится стрелка. Что-то я ее потревожила. Чик. 25 градусов у нас дома, видите? 24. Ну, то есть нет необходимости отапливаться. За бортом на улице где-то градусов сколько, Леш? 15? 16, да, вот Олег подсказывает. На улице плюс 16, дома плюс 20... Сколько? 4. 24. Поэтому нет необходимости. Миша, руки помой, прежде чем что-то кушать. Нет необходимости отапливаться. Просто кофты одели. Я хожу в теплом халате. Дети в штанишках тоже. И Алексей кофту надел. Ну, нормально. У меня в заморозке было несколько перчиков. Приготовила вот с таким соусом перцы. Детям уже положила. Нам с чем? С рисом, с хлебом? Как хотите. Тут рис уже есть, можете с хлебом. А вот это я делать буду па-кимчи. Кто помнит такой рецептик? Здесь у меня 340 грамм. Я еще 150 грамм положу сюда, 160 грамм. И полкило зеленого лука пойдет на па-кимчи. Чуть позже сделаю. Дети покушают сейчас. Детям приятного аппетита. Спасибо. Алексей сейчас пришел, мусор вынес, пришел домой. А Мишутка пошел к соседке за тарелками нашими. А Алексей говорит, давай, сходи к соседке, принеси тарелки, потом с тобой пойдем к тете Инессе, это наши украинские друзья, проверим, свет, выключил ли я там свет. Я говорю, подожди, а я полчаса назад разговаривала с Инессой, трижды его спросила, ты точно выключил? Он говорит, точно выключил. И сейчас я ему говорю... 11-й. И сейчас я ему говорю, ты все-таки сомневаешься, что ты выключил свет? Он говорит, после того, как вы трижды... После того, как вы трижды спросили, говорит, я сомневаюсь теперь. Пойду, говорит, проверю. Да, Алексей? Стулья будете открывать там, пойти с вами? Нет, А? нет, мы только проверим все. Только проверите. Тот блок, этот, холодильник открыть. Холодильник открыть, к Лене поедем. Да. С Мишей. Ты с нами хочешь пойти? Ну, вы телефон возьмете поснимать тогда? Пойдем с нами тогда, давай, делай. Я иду тебе навстречу, не хочу я никуда. Не хочу никуда. Я тут зрителям хотела показать этот па-кимчи. Па-кимчи я сделала. Посмотрите, какая аппетитная няшечка. Сейчас все это дело положу в контейнер. С кем он болтает? Еще двери закрывает. А? Еще двери закрывает. Ну, громко разговариваем, мешаем. В общем, все это дело сейчас в контейнер положу. Проферментирую хорошенько. И будет у нас к Новому году вкуснятина вот такая. Вот. Даешь камеру или что? Даю камеру. На камеру. Я вообще-то видео монтировала. Ну ладно, на, забирай. Папа, холодильник замыло, твоим делом осталось, чтобы ты сам отправился. Мы физкультуру сегодня сделаем. А, ну давай физкультуру сделаем, да. Я могу на пальцах стоять, когда придешь домой, могу показать. Так я знаю, где тетя Инесса живет. Выйдем сразу же прямо. Хорошо. Ага, вставляй, крути. Сперва мы решили зайти к Владимиру с Инессой. В другую сторону, туда, левее. Ты смотри, какой он. Сюда. О, все. Сейчас я пробегусь, ты тут... Ой, побудь. Во-первых, во-вторых, сразу щелкну светом. Вот. Включился холодильник. И коврик нас просили, вот этот коврик на резиновой основе.
убрать. Мы сейчас его повесим. Ничего себе. Ничего себе, все людям. Да? Смотри, чтобы кот не забежал. Мы его повесим. Куда нам повесить его? Так, чтобы он... Я слушаю, Миша, иди вот в двери стой, что с кота то зайдет. Я тебе серьезно говорю. А что, он здесь есть? А ему бежать тут близко, он услышит шорох и прибежит. Я вот так вот на сушилку повешу коврик. Вот так вот, чтобы порядок был. Остальное все, сейчас я... Тут все открыто, открыто, открыто. Сейчас мы выходим, щелкнем светом. Здесь все сухо, все мы уже показывали. Выходи, Миша. Все, мы коврик подняли, свет еще раз проверяю, Едет. выключаю, все нормально. Так, коты песни поют в лифте. Идем дальше. Не успели выйти из квартиры. Там их не один. Там коты прискакали уже. Подожди, сейчас они выйдут сюда. Или мы к ним придем. Пойдем. Надо еще к друзьям надо зайти. Они... Вот они. Вот они, товарищи. Привет. Тут рыжие братья. А он даже не боится. Не боится. Пойдем. Пойдем другим еще друзьям сходим. Путешествие продолжается. Теперь идем к другим соседям. Там надо перекрыть воду и открыть холодильник. Там мы тоже еще быстрее, чем здесь. Все поделаем. Мы кратенько включили свет. Давай, открывай холодильник. Открывай холодильник. Все. Холодильник мы открыли. Выходим, Михаил. Посудомойка открыта, стиралка открыта. Сейчас вот этот еще контейнер открою. Все. Выходим. Больше нам ничего не просили дома делать. Сейчас мы свет вырубаем опять. Полностью обесточили. Сейчас на площадке еще воду перекроем. И, собственно говоря, все. Идем дальше. Ну или домой. Воду мы тоже перекрыли. Все. Считаем задачу выполненную полностью. Идем домой. Мама! Ну ты так вкусно поешь. Почему? У детей ужин. На ужин один кушает у нас йогурт, второй молочко с печенюхами. Вкусно? Афет olsun. Чё? Приятного аппетита. Спасибо. Алексей нас тут такими ужасными фильмами пичкает. Ужасное качество. Выключи. Ну не надо тогда это включать. Я готовлю очередной рецепт. Уже поставила вариться куриную грудку, яйца, картошку. Вот. Миша тут занимается уроками. Вот такой мешок по технологии сшил. И ребята здесь делают норматив по физкультуре. Сколько? Плюс 6,5. Ему надо 7, да? Угу. А тебе сколько надо? 11? 11, да. Давай еще, старайся, тянись. А то это на 4. А вообще это упражнение для растяжки тоже. Давай, наклоняйся. Сейчас. Стоп, я не зафиксировал, давай еще раз. Вообще там как? Удачи Давай, вам. давай, я снимаю, Миша, давай. Давай. 3, 4. У каждого своя работа в этом доме. Упс. Моя работа лежать, монтировать видео и следить, как варится куриная грудка. Всем привет, друзья! Еще раз включила камеру, чтобы рассказать вам свою историю болезни.
обещала, когда еще лежала в больнице, много было вопросов, что, как, почему. Некоторые выдвигали такие дикие версии, даже что я легла, чтобы сделать аборт. Вот, спешу вас огорчить, нет. Аборты никогда я в своей жизни не делала и делать не буду. У нас как-то раз с Алексеем возник разговор по поводу абортов, и он сказал, что если вдруг когда-нибудь получится, что мы не запланированно забеременеем, он сказал, что это будут однозначные роды, говорит. Вот. Даже как-то он мне, насколько Алексей лояльный, добрый, всегда в отношении меня, никогда там громкого слова не скажет, да, даже он мне однажды пригрозил, что в случае, если я изъявлю желание прекратить беременность, он со мной разведется. Убить ребенка он никогда, сказал, не позволит. Поэтому это вообще исключена версия дикая ваша. Я знаю, что многие женщины делают это, и пока я лежала в больнице, несколько девочек привозили после абортов, они там отлежатся 3 часа, и их домой отправляли. Вот. Но я никогда не делала и делать не буду. Это вот прям 100% железобетонно Алексей не позволит. Вот. Моя история болезни такова. Меня ничего не беспокоило, нигде ничего не болело, цикл был регулярный. Но прежде чем уехать в Турцию, на тот момент, летом мы уезжали, да, я уже полгода принимала на травяной основе таблетки, которые называются циклодинон. Назначала мне их доктор для того, чтобы нормализовать цикл. Цикл был нерегулярный, и чтобы эту ситуацию исправить, она мне назначила травяные таблетки циклодинон. Как она мне рассказала, что они совершенно безобидные, они на травке, их можно пить, пейте, короче. На полгода она мне их назначила. Но на тот момент, когда мы уезжали в Турцию в июне месяце, к сожалению, я не смогла попасть к своему доктору на прием, поэтому вынуждена была, поскольку вспомнила тот разговор наш с доктором, что она сказала, что это безвредные таблетки на травке, пейте, ради бога, ничего не бойтесь, ничего не будет. Вот. И я самостоятельно принимаю решение купить эти таблетки еще на полгода и увезти их в Турцию, что я, собственно, и сделала. Закупилась ими, значит, с запасом и уехала в Турцию. То есть доктор мне назначила их на год, а я их, получается, пропила... Ой, вернее, доктор мне назначила их на полгода, а я их, получается, пропила год, целый год. Не смогла попасть на прием, и поэтому решила продлить себе курс еще на полгода. Вот. Значит, в этот раз, когда в ноябре я полетела в Москву, меня ничего не беспокоило, еще раз повторюсь, нигде ничего не болело, цикл был регулярный за счет того, что я каждый день пила вот эти таблетки циклодинон. Но... мне нужно было что-то делать дальше, я понимала, что либо я сейчас еще на год закупаюсь этими таблетками, либо мне надо обратиться к доктору, и чтобы она подкорректировала что-то, может быть, какие-то советы дала. Вот. К доктору записаться к нашему, она очень хорошая, мы ее все очень сильно уважаем, знает свое дело, как свои 5 пальцев, то есть она вот прям вот богиня своего дела, она действительно понимает, соображает, действительно грамотная доктор. Вот, и поэтому попасть к ней на прием крайне сложно. Это надо отслеживать талончики. Я не знаю, за какой период времени, чтобы к ней попасть. Вот, и, естественно, в этот раз, когда я прилетела в Москву, талончиков к ней не было. Вот, но что делать? Пан либо пропал. В любом случае, либо я к ней попадаю на прием, либо я опять на свой страх и риск закупаюсь еще на год таблетками, которые мне не прописывал на столь продолжительный период, да, доктор. Вот. И что делать? В общем, я просто в часы, когда принимает доктор, когда ведет прием мой доктор, пришла в поликлинику, постучалась в дверь и сказала: «Здравствуйте, я Ольга Ким, живу по вашему участку, вы меня обслуживаете, но в данный момент времени я живу в Турции, и попасть к вам на прием по талону у меня нет совершенно никакой возможности. Вот, поэтому я вас очень прошу, можете ли вы меня принять, ну, без талона». На что, конечно же, доктор, услышав такую историю, что я вот буквально через 5 дней уже улетаю опять в Турцию, прилетела буквально на неделю, она любезно согласилась меня принять.
но сказала, что давайте сделаем УЗИ. Таблетки эти принимать долгосрочно нельзя. Не зря, говорит, я вам их назначила всего на полгода. Дальше их принимать нельзя было. Вот, чтобы дать какие-то дальнейшие рекомендации, нужно сделать УЗИ, нужно взять анализы. Тут же она у меня взяла анализы и отправила на УЗИ, которое я к ней пришла на прием, получается, во вторник. В понедельник вечером я прилетела, во вторник я пошла на прием, и в пятницу у меня было УЗИ. Вот. В пятницу, значит, я сходила на УЗИ с результатами, она сказала, зайдешь опять ко мне. С результатами захожу к ней, и она говорит, вы знаете, у вас на УЗИ обнаружили полип, который нужно удалять. Что будем делать? Как бы меня-то ничего не беспокоит, я ей стала задавать вопрос, он что там прям большой, его нужно оперировать? Она говорит, полип небольшой, он, говорит, меньше сантиметра, но какого бы размера он ни был, его нужно удалять, чтобы оно не разрасталось и, не дай бог, не превратилось во что-нибудь злокачественное. Нужно обязательно удалять, говорит, удалять и материалы отправлять на гистологию. Вот. И тут, значит, у меня в голове прокручивается, что же мне делать? Либо вы, говорит, можете уехать в Турцию, улететь, и там, говорит, сделать эту операцию, но удалять его нужно срочно, как можно быстрее. И у меня, значит, в голове прокручивается, что если я уезжаю в Турцию, здесь у меня нет ни страховки, ни гражданства, я здесь не оплачиваю налоги, здесь мне турецкое государство ничего мне не должно, я все должна буду делать платно. Платно, я прикидываю, операция подобного рода будет со всеми анализами, там времяпрепровождения в больничке, около 100 тысяч мне обойдется эта операция. И тут я понимаю, что либо я сейчас теряю билет за $100, либо я сейчас попадаю на 100 тысяч рублей и оперируюсь в Турции. Естественно, буквально вот в считанные минуты я принимаю решение, что я остаюсь. У меня билет был куплен самый дешевый, и его сдать невозможно было. Там сразу было предупреждение, что билет по самой низкой цене, и он невозвратный. Окей, значит, я принимаю решение, что я остаюсь. Несмотря на то, что я еще на тот момент не согласовала с нашими турецкими друзьями, что они будут больше времени находиться с нашими детьми. В общем, я самостоятельно принимаю решение, что я остаюсь. Билет, пускай мой, лучше пропадет. И вот буквально за несколько минут я это решение принимаю, и доктор мне дает направление в больницу. Вот, в больницу я приезжаю в понедельник. Это значит, что дело было в пятницу, в субботу у моего папы был юбилей, в субботу же Алексей уезжал в сторону Одессы на паром. В общем, все вот так вот навалилось, такая вот белиберда, каша мала. В общем, да, наступает понедельник, я приезжаю в больницу, и мне доктор уже, больничный доктор, гинеколог, говорит, вы знаете, у нас такая большая очередь, у нас столько, говорит, пациентов, говорит, на 15 коек у нас 17 пациентов, поэтому я, говорит, вас сейчас госпитализировать не могу, это получается понедельник, она говорит, приезжайте примерно, говорит, в четверг, я вас положу, прооперирую. И тут, короче, я начала с ней общаться на тему того, что у меня нестандартная ситуация, у меня дети без родителей, без папы, без мамы, одни с друзьями в Турции находятся. В общем, она вошла в мое положение и нашла для меня койку, положила меня сразу. Вот. В тот же день я сдала все анализы, какие необходимо было, в том числе и флюорографию. Почему-то вот на предмет ковида проверяют только флюорографию, больше ничего. Все анализы сдала, значит, и на следующий день меня положили на операционный стол, сделали мне общий наркоз, спала я буквально недолго, может, минут 20, вот, и мне удалили этот полип. Вот, собственно, вот такая моя история болезни. Ничего такого сверхъестественного не произошло. Операция крайне легкая. После того, как меня прооперировали, я пришла в себя буквально минут за 15-20. 15-20 я спала, 15-20 я приходила в себя. И уже там через час после операции я пошла греть себе мамин шашлык. Хотя после сложных операций, естественно, есть ни до операции, ни после операции нельзя. Но у меня операция была легкая, все прошло гладко, все прошло хорошо. Вот.
Ну, собственно, все. Потом во вторник меня прооперировали, в четверг меня выписали, и в пятницу я уже летела домой. Вот такая вот история, друзья. Кому понравилась моя история, была полезна. Да, кстати, и еще доктор сказала, чтобы все вот эти вот ерундыстики не нарастали в организме женщины, всякие эндометрии, полипы и так далее и тому подобное, говорит, девочки, принимайте, пожалуйста, гормоны. Она меня посадила на гормоны, легкий, низкоконцентрированный гормон Жанин. Когда я у нее спросила, что я уезжаю сейчас на Турцию минимум на год, а то и может быть на 2, ну, на 1,5, наверное. Скорее всего, на 1,5, но минимум на год. Вот. На что доктор сказала, пей хоть 2 года. Спокойно, ни о чем не беспокоюсь, пей. Вот. Ну, доктору этому я тоже доверяю, она тоже очень-очень хорошая, очень отзывы о ней очень хорошие. Хотя я вот с ней впервые познакомилась, да, но на меня она произвела прям вот очень хорошее впечатление. Действительно, тоже человек, знающий свое дело, профессионал с большой буквы. Вот. Низкий всем поклон тем, кто занимается таким важным и нелегким трудом. Вот, я написала отзыв, Алексей должен будет опубликовать отзыв о ней. Вот такенный отзыв, огромный накатала. В общем, да, опубликует обязательно и на сайте Министерства здравоохранения, и на сайте Добродел, обязательно опубликует отзыв о ней. Вот, всем докторам огромное спасибо. И вам тоже спасибо за внимание. Кому была интересна и полезна моя информация, ставьте обязательно пальчики вверх. Ну а я буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.